Мы два брата с международной сетью заводов, командой и партнерами по всему миру. И сейчас вы, наверное, будете думать, что я буду рассказывать, как можно быстро купить бизнес ЛСТК и уже через год ездить на Мерседесе, быть успешным предпринимателем, и жизнь удалась. Нет. Я сегодня хочу рассказать про бизнес ЛСТК, как он есть. Про то, что вы никогда не увидите в наших красивых презентациях. Про опыт, который невозможно купить ни за какие деньги. Когда на рынке появляется новый игрок с оборудованием, то все профессиональное сообщество смотрит на него не как со словами «О, еще один конкурент появился, как будем рынок делить?», а со словами «Блин, еще один ебанько поверил в этот бизнес, ну, посмотрим, сколько он продержится». Мы в этом бизнесе уже 17 лет, и все, чего мы достигли, это не результат удачи. Это не результат грамотно составленного бизнес-плана, который правильно сработал. Это результат наших ошибок. Их было сотни. Мы ошибались с технологией, когда не было еще вообще никаких правил на рынке России. Мы переработали с абсолютно всеми типами оборудования, которые на сегодняшний момент существуют в нашей стране. Термопрофиля, просто погонаж, профиль на саморезах. Мы ошибались в узлах утепления, в расчетах. Не у кого было учиться. Мы учились на своих собственных ошибках. Мы ошибались в сотрудниках, потому что где-то неправильно нанимали. Мы ошибались в выборе партнеров, которые втирались в доверие, в семью, лишь бы выудить секреты и потом попытаться открыть что-то свое, а потом терпели неудачу, хотя мы говорили, не надо так делать. У нас фурами воровали металл. Нам привозили ворованный чужой металл, предлагали покупать. У нас сотрудники некоторые теряли пальцы, ломали руки. К сожалению, нигде нету до сих пор обучающих центров по этой технологии, кроме того, что делаем мы. Мы обучали на месте, проверяли, тестили. Наши конструктора ошибались. Мы за это несли убытки и теряли немалые деньги. Мы не умели управлять бизнесом. Мы без образования, мы военные офицеры. А даже если бы это образование где-то и было, оно бы нам не помогло, потому что этой технологии нигде не обучают. Мы не имели даже CRM-системы. Не сразу у нас появилась. Мы не умели толком продавать. Мы теряли клиентов. Мы пробовали все источники продвижения. Работать с рекламой, работать без рекламы. И со стороны все это кажется красиво, легкой картинкой. Но были времена, когда мы теряли свои силы. Мы были на грани банкротства несколько раз. Мы делали ошибки и устраняли их за свой счет. Мы устраняли ошибки чужих коллег, которые делали этот бизнес, поганили звание технологии ЛСТК, и мы вынужденно ездили к разным клиентам и устраняли чужие ошибки. Мы видим прямо наглядно откатанную деталь и наглядную бирку комбинат. Мы видим 0,8 PS. Это обычная самая сталь с самым обычным пределом текучести 220. Исправлялись за тех игроков, которые пришли сюда просто на время заработать деньги, потом выскочить, потому что этот бизнес будет им неинтересен, а свои станки не будут продавать на Авито. А мы чистили за ними, потому что понимали, что сюда пришли надолго. А гарантия у вас, вы говорите, какие? 2 года? 2 года, да, дается. Это на что? На конструкцию. И мы делали правильные выводы. С сегодняшнего дня мы официально отменяем гарантию 50 лет. И вводим такое понятие, как пожизненная гарантия на наши конструкции. Потому что понимаем, как работает эта технология, и понимаем, что нужно сделать, чтобы эти конструкции работали долго. Мы даже столкнулись с проектом «Стройхлам», жестко схлестнулись. Вот у нас кратность воздухообмена. Оказалось, что не 2,5, а 6,2. То есть 6,2 это ужасный просто показатель. В вату попадает конденсат. Там это все конденсируется, там это все мокрое, там металл. Естественно, наступает преждевременная коррозия, дом теряет в теплотехнике. Так как гипсокартон переувлажняется, на нем появляется грибок плесени. Вот эти все процессы, они друг на друге замешаны. Прямо он писал, мы вас ненавидим. Только потому, что недобросовестные производители ЛСТК обосрали эту технологию. Что я тебе написал? Что я вас ненавижу? Но когда мы нормально познакомились, пообщались, поучаствовали в проекте, показали наглядно достоинство нашей технологии, он сам лично сказал. Дом, построенный по технологии ЛСТК, которую мы
Доработали с Владимиром Лазенко вместе, мы его испытывали. Конструкция показала действительно свою хорошую эффективность. Я делал продувку аэродверью, то есть конструкция абсолютно непродуваемая. Те утечки, которые были, это утечки не через стены. Сама по себе конструкция однородная, жесткая. В таком виде рекомендую. И у него нету такой претензии, как раньше была к технологии ЛСТК. Потому что мы показали ему, что значит правильная технология ЛСТК. Мы не сдались. Мы начали систематизировать наши процессы. Мы начали отстраивать регламенты, и до сих пор это все отстраиваем, систематизируем. Идеально, наверное, никогда не будет, но мы постоянно улучшаем эти процессы. Мы определили, как правильно подбирать команды, как правильно систематизировать сборку, как правильно оптимизировать процессы, как правильно строить регламенты сборки, как правильно смотреть эффективность этой сборки и как правильно делать качество, проверять ее. Начиная с 2008 года мы начали работать с составом пенобетона, изучали этот состав, хотя он был еще разработан со времен СССР, но на практике вместе с профессорами, институтами, лабораториями разрабатывали рецептуру, которая позволяет минимизировать коррозию цинка при контакте с пенобетоном. Быстрое твердение, минимальная усадка, свои добавки. Мы поработали с различными добавками разных компонентов, разных составов, которые порой, казалось, были бы просто несочетаемы. Но мы нашли свою идеальную формулу, нашли свой правильный подход. Мы поработали на всех существующих типах пенобетонных установок, которые существуют. Мы делали несколько вариантов своих собственных разработок и до сих пор продолжаем производить пенобетонные установки и также еще используем силы партнеров, которые далеко в этом продвинулись. Мы понимаем многое, поэтому разрабатывали узлы на основе состава пенобетона, который позволяет унифицировать и улучшить технологию ЛСТК. Именно поэтому мы запатентовали стеновые панели, кровельные конструкции, межэтажные перекрытия, саму технологию ЛСТК 3.0. Мы все это оформляли в патент, это наши разработки. И все это стало нашим опытом. И это не просто оборудование, это наша гордость. Это совместная разработка нашей целой международной команды, где и российские инженера, и международники сделали лучшее решение, которое сегодня есть на рынке. Эта линия позволяет перерабатывать 150 тонн ежемесячно, то есть делать около 4000 квадратных метров ежемесячно, находясь на небольшом цеху площадью минимум от 150 квадратных метров и потребляя около 10 киловатт, если говорить запасом, что нужно. Мы создали целую экосистему, к которой просто подключаем нашего партнера. В этой экосистеме у нас есть пул заявок, который распределяется по регионам, потому что у нас работает сильная рекламная кампания. У нас отдельный штат архитекторов, отдельный штат конструкторов, отдельный штат маркетологов. Прям специалисты этой экосистемы, которых, имея просто один завод или один станочек, или даже целиком завод, невыгодно содержать. Это просто нерентабельно, это просто нереально. И этот производственный робот очень компактный. Его габариты 4 метра на 0,8. То есть его можно перевозить на обычные газели на место вашего объекта, тем самым экономив на логистике. Такой принцип мы использовали на известных объектах, такие как стадион Краснодар, стадион Айфон. Использовали на объекте парк Кронштадт в Петербурге, когда прямо на объекты привозили наши производственные роботы, на объекте загружали сырье, производили и тут же производили сборку. Колоссальная экономия на логистике, то есть по факту у вас разворачивается мобильное производство благодаря компактности такого оборудования. Да и вообще, на наших конструкциях можно ставить здания до 4 этажей. Сады, школы, больницы, частные дома, различные сложные архитектурные формы, даже навесик. Почему бы и нет? Можно все. И если кто-то в красивом пиджачке рассказывает вам про этот бизнес, возле такого оборудования, знайте, цель у него просто продать вам станок и заработать денег. Вот и все. Мы разрабатываем и продаем линии без франшизы, без партнерства, в 100% собственность линий по производству ЛСТК технологии 2.0. Гарантия 2 года, цена с НДС, можно брать в лизинг. Легкий, быстрорастущий бизнес, который сегодня невозможно не заметить, это
стратегически потенциальная технология для нашей страны. Поэтому вы можете быть первым, кто откроет этот бизнес у себя в регионе и начнет зарабатывать. Вам не нужно примыкать ни к какой франшизе, ни к какой системе. Вам не нужно становиться частью каких-то компаний, которые предлагают партнерство. Вы стопроцентный собственник станка, который может работать тогда, когда вы захотите. Без поддержки, без сервиса, без обучения, либо за дополнительные деньги. Просто продать станок. Мы не предлагаем станок, чтобы вы его купили и сами потом оставались один на один со своими проблемами. Мы предлагаем проходить этот путь вместе с нами, минуя те ошибки, которые мы уже совершили. Мы не предлагаем франшизу, мы говорим о партнерстве. Мы работаем вместе с вами на наших разработках, на наших патентах, на наших маркетингах. Мы это делаем на нашей экосистеме. И вам не нужно совершать ошибки. Мы уже совершили эти ошибки за вас. Станок сам по себе не даст результата, а наш подход, наша партнерская модель работы дадут. Мы даем не только железо, мы даем сервис и реальные заказы. Наша цель – 365 заводов по всему миру. Наша цель – это уверенная, четкая, созданная экосистема, которая позволяет заказать каркас в Москве, а получить его на Бали или в любой другой стране, где мы присутствуем. Сегодня нас уже 23 завода, и вы можете стать частью этой экосистемы. Мы прошли ад, чтобы вы туда не попали. Наш опыт – это не теория. Это ошибки, кровь, время, потерянные деньги. Если вы всерьез хотите заниматься этим бизнесом, вот вам мой совет. Не начинайте этот бизнес без нас. Делайте его с фабрики каркас. Начните с опыта, а не с боли.